Ехали неделю назад с другом, из универа. Выебанные и полностью охуевшие после 5 пар мучений, в душных, непроветриваемых аудиториях. Сели в маршрутку, в сраную гнилую газельку. А там, блять, не маршрутка, а баня нахуй. На улице плюс 25, а там плюс, хуй знает сколько. Короче, я сразу взмок, как тупая пизда, увидевшая Марио Кассаса. И вот мы сели, и маршрутка начинает забиваться. Как мой толчок после того, как туда сходит моя жирная тетка из Тагила. Сидячие места все заняты, и долбоебы заходят стоя. Становится просто, блять, невыносимо жарко и душно, дышать почти невозможно. Вот наконец мы тронулись. Едем, охуеваем. Я смотрю в окно, прислонившись лбом к чуть прохладному стеклу, и пытаюсь впасть в небытие. И только я подумал, что хуже уже быть не может, даже если мы вылетим с дороги и въебемся в столб, как вдруг среди стонов охуевших людей и поскрипываний груда металлолома, на которой мы ехали, отчетливо раздался пердеж. Продолжительный такой, как будто автор и не стеснялся нихуя, как будто дома, сука, под кондиционером лежит, блять, а не в ебучей повозке сатаны. Среди потного смрада я учуял запах свежего говнеца. Послышались возмущенные шепоты. Я прихуел не меньше других, но в силу того, что я подыхал от жары, продолжил пялиться в окно. Спустя 3 минуты прогремел второй пердозал. Да ёб твою мать, засранец хуев, еще одну газовую камеру я ж не переживу. Заорал какой-то дедок с заднего сиденья. Говно ударило в нос мощно и необратимо. Желудок перевернулся, глаза закатились, в глазах помутнело. Сознание вернулось с мыслью, что надо наказать этого шутника, и повернувшись в сторону салона, чтобы выкрикнуть пару комплиментов мамаше Пердуна, я увидел, что мой друг потупил взгляд и сильно покраснел. Вот он, наш мистер Пердло 2013, сука. Я наклонился к нему и тихонько говорю: ты что, Мишаня, погубить нас задумал? Я думал, мы друзья. В салоне начали кричать, чтобы выпустили, но водила, сидя у открытого окна, только отвечал, что нам КАДе не положено. Миша покраснел еще больше. Я не специально, живот крутит чё-то, в столовой сегодня протухшую рыбу походу давали, ебло завтра повару сла. На этих словах Миша оборвался, схватившись за жопу, видимо пытаясь удержать фекальные массы, но говно оказалось сильнее Миши, и его жопу издала оглушительный рев. Всем в салоне было понятно, что анальная оборона прорвана, и что мы все здесь и умрем. У Мишани потекло из обоих штанин, как из водосточных труб в ливень. Первой пустила мощный залп блевотни девушка, которой по носина брызнула на туфлю. Напор рвотных масс устремился прямиком в голову, беспрерывно попёздывающей всю дорогу бабки. Началась блевотная паника. Половина отрубилась сразу, другие же блевали друг на друга, плакали и молили о смерти. И тут, в перерывах между рыганием и краткими потерями сознания, я увидел, что водила не сдержался и изверг из себя полупереваренные макароны с курицей прямо на лобовое стекло, тщетно пытаясь очистить его дворниками. Водила резко дал по тормозам, газель занесло, и она начала вилять, и вдруг все перевернулось. Меня припечатало к потолку тело потной жирухи, и начало заливать сверху говном и блевотней. Мы лежали на крыше, я не мог с себя снять тушу отрубившейся толстухи, а уровень нечистот медленно, но верно подходил к рту, как я только не пытался ее с себя сдвинуть, и толкал, и пинал, и щекотал, и звал к обеду. Бесполезно. Уровень поднялся выше рта и носа. Я закрыл глаза и, теряя сознание,
успел почувствовать, как чьи-то руки схватили меня за ноги и потащили. Очнулся я лежа на дороге. Рядом уже были машины скорой помощи и ДПС. А Мишаню я больше так и не видел.